Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо подорож у Чорнобильську зону відчуження. У попередніх відео я показав вам, як потрапив на територію зони, зустріч зі сталкерами, а також маршрут від Дуги до села Зимовище та перший день у цьому селі. Сьогодні ми продовжуємо дивитись на це село. У перший день у Зимовищі я дослідив лише одну вулицю села. На це вплинув фактор втоми, а також час. Тоді вже був вечір, і, на жаль, час – це та річ, на яку ми ніяк не можемо вплинути. Тому до темряви я приготував поїсти та ліг спати, щоб зранку з новими силами продовжити прогулянку селом. Зимовище – це покинуте село на лівому березі річки Прип'ять, усього у 6 кілометрах від реактора. До аварії на атомній станції у Зимовищі проживали 622 мешканці, що для села тоді було доволі великою кількістю. Після аварії село відселили 5 травня, лише через 9 днів після аварії на атомній станції. До 5 травня 86-го мешканцям розповідали, що це не страшна аварія, тому вони далі продовжували жити своїм життям, навіть не підозрюючи, що все довкола заражено. Роботи по ліквідації тут, скоріше за все, не проводились. Це видно по надзвичайно високому гамма-випромінюванню ґрунту. Всередині покинутих будівель тут збереглось багато особистих речей жителів, і випромінюють вони насправді доволі високий фон. У наш час село сильно заросло та місцями зруйноване. Проте подекуди вулиці добре збереглись та співіснують з дикою природою. Доброе утро всем. Проснулся и сегодня наконец-то чувствую прилив сил. Просто вчера уже был настолько убитым, что не мог даже разговаривать на камеру. В общем, это кровать, которая немножко фонит. Буквально 50 микрорентген в час. Хорошенько мне помогла отоспаться. Плечи уже не болят, ноги не болят. Особо-то ничего не болит. Только есть усталость, я хочу еще спать. Я хочу еще спать. Но сейчас пройдусь по селу, дособеру вещи и пойду в город Припять. То есть по жаре опять, наверное, буду туда попадать. Но туда уже недалеко, будет идти буквально 4 километра. Это уже фигня. Кстати, я взял себе эту ракушку все-таки в поход. Будет моим талисманом. Сегодня варю кофе. Крепкий, чтобы хорошо проснуться. Ой, сейчас кипит. И для него, пожалуй, на 2 столовые ложки кофе в такой маленький, в такую маленькую посуду поставлю, кину столовую ложку сахара. Ну что ж, я остановился вот в таком вот доме с плохой сохранностью, для того, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Я думаю, полиции либо пограничникам, которые катаются по левому берегу, известно в этом доме, и они не догадаются, что здесь сегодня кто-то остановился.
Из интересных вещей здесь, наверное, тетрадка, которую я вам вчера показывал. Это тетрадь ребенка. У боротьбі за соціалістичну літературу в твердій праці діячів розвивався художній хист письменництва. На початку 30-х років Іван Микитенко, видатний український письменник. Микитенко відіграв значну роль в історіях радянської літератури 20-30-х років. Вот такие вот рисунки детские. В общем, очень интересно. В обложке тетрадка, вот так вот ее положить. Здесь потолок особо и не протекает. Ага, все-таки протекает, поэтому, пожалуй, я переставлю эту тетрадку куда-то вот сюда. Тут вот, кстати, еще одна тетрадь. Зошит для робіт з алгебри. Учні 7 Б класу Зимовищенської школи Гулянка Василя. І В. Володимировича, значить. 13 березня, домашня робота. Ой, вспоминаю я эту алгебру, ребята, я ее вообще ненавидел в школе. Никогда не понимал математику, наверное, из-за того, что не хотел ее учить. В общем, вот такой вот домик. К сожалению, уже крыша протекает давным-давно. И скоро все это дело начнет рушиться. Вот в этой комнате, ребятки, печь. В этой комнате печь находится. Очень сильно протекает крыша. Все, я отправляюсь без рюкзака на прогулку этим селом. Вот настолько все тут заросло, что даже двери уже не закрыть. Кстати, здесь же, во дворе этого дома, находился ангар, в который эта семья складывала свои вещи. На обратном пути постараюсь туда зайти. Вообще, если вкратце рассказать об этом селе, то Зимовище очень огромное село, которые выселили примерно 5 мая 1986 года. Сейчас же эта территория является дикой, так как я уже упоминал, что с территории Республики Беларусь сюда приходит много диких зверей. А еще в этом селе есть проблема с водой, так как рек тут нету, и надо искать колодцы. В этой части я вчера бродил, колодцев совсем не нашел. Возможно, в той стороне села найду какой-то колодец и наберу воды.
Главная дорога в селе Зимовище. В общем, тут надо быть очень аккуратным, тихим и быстрым. До следующей улицы села примерно 500 метров идти. Дома, которые находятся вблизи дороги, уже начинают разрушаться. А те, что были на той улочке, еще более-менее в них можно заночевать. Хотя, если честно, вот этот домик более-менее сохранился. Я вообще хочу здесь найти школу. Вот это главная цель моего похода сюда. Посмотреть на села с объектами инфраструктуры. На объекты инфраструктуры в селах. Я вот сошел с дороги. Тут где-то должен быть поворот в сторону грунтовой дороги в селе. Кстати, посмотрите, дрова заготовили еще с 86-го года. Так оно здесь и осталось, и уже все рушится. Что касается сохранов, то на левом берегу все намного лучше, чем в той же Припяти. Нашел вот такой вот дом, полностью деревянный. Посмотрите, то, о чем я говорил. Дом из дерева и внутри залеплен глиной. То есть вот это вот глина. В таких домах реально прохладно. В таких домах реально прохладно летом, а зимой в них очень тепло. Осталась куртка бывшего жителя. Стенка, даже чем-то напоминает припятскую. Газеты, тарелочки. Печка всегда в углу на Полесье стоит. Это уже традиция. Ну и вот такая вот комната. То есть маленький особняк с двумя спальными кроватями. Что самое интересное, в углу стоит лавочка. То есть нигде более, нежели на Полесье, я не видел такого применения, чтобы лавочку ставили в доме. Возможно, Полтава и другие села в Украине, которые еще имеют старые дома, которые построены еще при казацкой Украине, Гетьманщине. Возможно, там и есть еще такое вот применение лавочек в доме. Но сейчас в селах такого совсем не встретишь. Столик уже давным-давно припал пылью. Там прям гора этой пыли на нем. Ну и вазонок. Ну и клечек, в котором еще с 86-го года завяло растение. На входе вот даже осталась бочка, пила дружба, остатки плетеных корзинок, ведро. И, кстати, вот это вот, наверное, молотилка называется. Если честно, не знаю применения, но это все тесалось из дерева. Все ручная работа, ребят. Такое добро у человека пропало. Такое хозяйство. Давайте зайдем в кладовку.
Мародеры вон даже лампочки выдерли. Ну не люди, просто не люди. Насколько я понимаю, в селе улица совсем не сохранилась. Все давным-давно заросло. То есть приходится добираться вот такими вот путями. Что-то типа ангара вместе с сельским туалетом. Тут вот дальше находятся еще одни домики интересные. Еще одни домики, которые меня заинтересовали. Пожалуй, я туда сейчас направлюсь. Это даже не домики, это что-то типа ангаров. Очень трудно добираться по вот этой вот росе. Ноги уже немного промокли. Конек уже падает. Ага, а вот и дом еще один. Слушайте, это село реально начинает со временем удивлять. Несмотря на то, что здесь повышенный фон, блин, оно красивое, оно атмосферное. Единственное, что тут надо быть аккуратным на каждом углу. В кроссовках тут точно не пройти. Вау! Друзья, вы просто посмотрите на эту веранду. Тут окошко прямо в сарай выводит, ну типа пристройку к дому. Лестница на чердак прямиком вот так вот сделана. Кладовки. В кладовке остались даже банки для соления, насколько я понимаю. А соления, кстати, не осталось. А это, как я понимаю, даже холодильник. Конечно же, не целый, но все же холодильник. То есть мародеры тут уже поработали. Я вот вошел в дом. Вот, то, о чем я говорил. Печка всегда на покутте. То есть в углу. Это, наверное, терка, как я понимаю. Шкафчик, типа стенка. Тоже банками выставлено, всякими гранеными стаканами. Тетрадка. И кровать, которая поставлена прямиком возле печки. И, как я понимаю, топить еще можно было вот тут. То есть это вторая, что ли, печка? Ну да. Ну да, это что-то типа тоже печки. Вот такая вот пристроечка. А вытяжка в стене находится, насколько я понимаю. Только вот полиция уже свое дело сделали, взяли, поразбивали печки, чтобы тут никто не селился. Я так понимаю, в этой семье тоже был ребенок. Вот много детских книжек. И тетрадки.
Тетрадь для рисования. Наверное, первые шаги в рисовании ребенка были. Ага, и все, и здесь пусто. Тут вот еще одна тетрадка. Возможно, вот это вот заполнено. Нет. Незнайка. Ребенок нарисовал Незнайку. В общем, хорошее село, ребят. Атмосферное очень. Здесь бы вообще сделать, где-то отреставрировать. Здесь бы вообще было бы отличным решением отреставрировать один из особняков, чтобы оно все выглядело как музей. Окна, кстати, надо бы заменить в некоторых местах. Убраться тут, помыть пол, расставлять тетрадки и все на свои места. Ну и это место будет иметь хороший вид. В общем, ребят, сейчас я буду отправляться в сторону школы и уже идти в Припять. Кстати, этот дом тоже полностью из дерева и внутри обмазан глиной. Что касается помещения сарая, то крыша здесь уже протекает. Это рубероид, и рубероид со временем любит подводить. Его латать надо постоянно. Что меня вот заинтересовало, опять же заготовка дров с 86-го года. То есть дрова в этом селе найти не проблема. И кстати, посмотрите, как реализован погреб. Прямиком в сарае. Блин, реально очень круто. Здесь можно посмотреть. То есть такой архитектуры я практически нигде не видел. Кто знает, где еще такие дома строились, пишите в комментариях. А что касаемо сарая, то здесь, как я понимаю, люди держали худобу. Ну да, здесь был скот. Это сразу же видно по вот таким вот задворкам. И что еще бы хотелось показать, просто огромнейшая заготовка дров. Что касаемо радиационного фона, то, как я уже говорил, Зимовище село очень зараженное. 170 примерно по бете и гамме. Если выйти во дворик, то будет еще хуже. А ведь это если сейчас 200 микрорентген в час всего лишь. И, кстати, я одел крышку, и фон все равно не падает. Тут чистая гамма. Беты тут примерно 40 микрорентген в час. А гамма 150-160 показывает. То есть представьте, если сейчас здесь почти что 200 по бете, ну, закругляем эти показания, то что здесь было в 86-м?
Я сейчас движусь в сторону своего рюкзака, собираюсь его забрать и направиться в сторону школы. Слушайте, село мне очень сильно нравится. Я сюда обязательно еще раз вернусь, потому что сейчас время ограничено у меня в походе. Нужно еще заскочить в Припять будет. А на левый берег нужно отвести время для целого похода. То есть как прийти сюда, так и здесь и жить на этом левом берегу неделю. У меня осталось совсем немного воды. Так, вот это вот нефильтрованная. Сейчас хочу не фильтрат, отфильтровать до фильтрата вот сюда вот. И отправляться в школу. Привкуса совсем нет, но цвет все равно остается желтоватый, такой после фильтрации. Но это вода из реки Припять, поэтому особо за какие-то радионуклиды, я думаю, переживать не стоит. Ее бы, наверное, все-таки стоило прокипятить, единственное. Потому что всякие микроорганизмы там все равно есть. Такую воду нужно фильтровать, наверное, дважды. Хотя вот, кстати, кипятил не фильтрат, там образовалась такая пенка, словно вот эти микроорганизмы умерли и превратились в пенку. Кипятил вот такой вот фильтрат. Пенки совсем не было. То есть, возможно, фильтр все-таки отсекает всякие бактерии в виде глистов маленьких и так далее. То есть, эта штучка, это must have в походе. Фильтр не мой, его я оставлю в Припяти. Это фильтр сталкера-пастуха. Я осенью у него его занял, нас приняли. И хотел было ему вернуть в Киеве, но он сказал, что у него на это нет времени. И оставишь как-нибудь потом в Припяти. В общем, время пришло этого фильтра вернуться домой в город. Ну что ж, я покидаю этот дом. Спасибо ему сегодня за ночлег. Мой путь лежит сейчас в сторону школы. Один сталкер мне однажды сказал, что школа в этом селе, в котором я сейчас нахожусь, даже немного лучше, чем школа в селе Машево, в которое я не пошел в прошлом году, когда был в селе Красно. Я тогда себе сильно стер ноги в этих зимних берцах. Тоже была палящая жара. Было, так сказать, неприятно идти. Так вот, сейчас гляну, что это за школа и как она выглядит. Я примерно знаю местоположение школы в селе Замовище.
потому что на картах она не обозначена, разве что на Викимапе, а интернет здесь не ловит. Ну, до поворота до нее 600 метров идти. Значит, на карте здание обозначено такой интересной планировкой. И я догадываюсь, что это школа, потому что они все строились приблизительно вот так вот, по шахматным порядкам. Что ж, школу я так и не нашел. Что-то казалось мне, что она находится возле МТС, а на самом деле не совсем. Мне казалось, что она находится возле МТС, но это не так. Уже по приезду домой гляну, где именно она находится, чтобы потом сюда еще раз прийти, потому что все село я так и не посмотрел, времени на него нету. Нужно йти в город Прип'ять. Насправді я люто залажав на одному з поворотів. Виявляється, те місце, куди я йшов, це руїни Прип'ятського сільгоспу. А школа знаходилась трішки в іншому місці. Карти, якими я користувався, трохи підвели, але я не засмутився, бо пора було відправлятись в Прип'ять.